В этом видео мы сделаем комод, используя только один станок и руки. Также протестируем новую крутую технологию и узнаем, можно ли сделать витраж из эпоксидки. Приятного просмотра. По плану весь этот ролик будет крутиться вокруг одного станка. Я решил сделать что-то вроде эксперимента и изготовить интересное изделие, используя исключительно один станок и руки. Знаю, что многие мастера, работающие с деревом, не особо воспринимают лазерный станок как необходимый в столярке. У меня же противоположное мнение, и после его появления в мастерской я использую его практически в каждом проекте. А на данный момент он вырезает дверцы комода, которые, собственно, сегодня мы и сделаем. Все это множество узоров в итоге я планирую залить эпоксидной смолой, и по плану должен получиться витраж. Но об этом немного позже. Мы спроектировали этот комод с нуля, и скажу вам, что это непростое дело, вернее не быстрое. На создание модели ушло 3 полноценных дня работы, после чего делается пробная сборка. Понимаешь, где были допущены ошибки, и исправляешь их. Затем режешь по новой, проверяешь, и только тогда начинаешь снимать видео. Но модель уже полностью готова, проверена и даже протестирована. В итоге файл, на создание которого ушло около недели работы, мы выкладываем в свободный доступ в описании к этому ролику. Пользуйтесь на здоровье. В целом мы преследовали такую идею – сделать максимально простую, интересную модель, которая будет собираться исключительно при помощи клея. Вот эти элементы, похожие на гармошку, это углы комода. Они будут закругленные, и фанера отлично гнется после такой вот резки. Когда все элементы вырезаны, приступаем к шлифовке фанеры. Напоминаю, что цель этого видео – провести эксперимент и ответить на главный вопрос, можно ли заняться изготовлением мебели, используя исключительно один станок. Поэтому я даже не буду использовать шлифмашинку. И шлифую я вручную при помощи бруска с наждачкой. А теперь самое интересное. Нам предстоит сделать что-то наподобие витража. Перед тем, как заливать витраж эпоксидкой, нам предстоит покрасить дверцы. Для чистоты эксперимента я не буду использовать краскопульт, и мы покрасим всю фанеру валиком. Думаю, с этим инструментом справится каждый. Главное тут хорошенько выжимать валик, для того, чтобы морилка не попала в узоры, так как в дальнейшем она может покрасить эпоксидку, и цвет получится грязным. Следующим этапом покрываем уже покрашенную фанеру защитным слоем. Это универсальное твердое масло. Пользуюсь им уже очень давно и могу смело рекомендовать. Тут также очень важно не наносить много масла, так как масло не дружит со смолой. И если оно попадет в эти ниши, то смола там не будет особо держаться. И именно поэтому я наношу масло именно сейчас, так как я прекрасно понимаю, что мне предстоит залить несколько сотен отверстий, используя эпоксидку разных цветов. И понятное дело, что я где-то заляпаю фасад, а с промасленной поверхности высохшая смола уберется без особых проблем. Торцы я также пропитываю маслом, для того, чтобы в дальнейшем убрать смолу, которая в теории попадет и туда. Итак, дверцы готовы к заливке. Осталось сделать опалубку. Все на том же лазере вырезаем тонкие полоски оргстекла, распаковываем их и делаем опалубку. Сперва прихватываю клеевым пистолетом, а затем уже придаю нужную форму. После того, как контур готов, хорошенько промазываю все герметиком, для герметичности опалубки, как ни странно, и в финале пальцую по кругу. Для этих целей я решил использовать состав под названием Wood Pro, так как уже давно работаю с ним и прекрасно понимаю, как же он себя поведет в дальнейшем. Поскольку эта смола очень жидкая и текучая, я понимаю, что она растечется под фанерой, поэтому первый слой я заливаю прозрачным составом. Сразу же лить цветную эпоксидку было бы фатальной ошибкой, так как она растеклась бы, перемешалась и в итоге получилась каша, а не витраж. Так вот, после того, как все ниши немного заполнены прозрачной смолой, вот так вот, на донышке, оставляем заливку на день.
И уже утром, когда первый прозрачный слой схватился, принимаемся за цветную заливку. В итоге, как вы видите, каждая ниша изолирована друг от друга прозрачным слоем, и все цветные ячейки остаются на своих местах. Кстати, шприцом это делать гораздо удобнее. Ну и так вот, цвет за цветом на протяжении пару часов. В итоге я использовал все красители, которые у меня были и подходили в целом по композиции. Я использовал как спиртовые, так и обыкновенные красители. Ссылки на все используемые материалы, как всегда, есть в описании этого ролика. Там же вы найдете промокоды на скидки и файл для создания точно такого же комода. Ну а пока смола сохнет, Андрей занимается корпусом комода. Видимо, я забыл ему сказать, что сегодня мы не используем шлифмашинку. А нет, не забыл. В общем, тут точно такой же процесс. Сперва подготовка, шлифовка, а затем уже покраска готовых элементов валиком. Вся сборка, за исключением петель, будет делаться при помощи клея. И для того, чтобы клей не вылез в неположенных местах, проклеиваем замки скотчем, а затем собираем конструктор. Во внутренней части короба приклеиваем вот такие ограничители с 4 сторон, но затем немного магии и комод собран. Также предварительно в корпусе мы провели провода, для того чтобы запитать светодиодную ленту. Выглядит это вот так, поскольку витраж смотрится только в том случае, когда он подсвечивается. Именно поэтому его и ставят в окна. Вообще, мне очень нравится делать такие проекты, над которыми надо повозиться, но, к сожалению, они не всегда заходят на ютубе. К примеру, вот этот ролик, который мы отрисовывали и подготавливали почти 2 недели, собрал меньше всего просмотров за последнее время. И, если честно, мне обидно. Я не совсем понимаю, как это работает, так как считаю, что это один из наших лучших проектов, и он явно незаслуженно находится в конце списка. Поэтому у меня к вам огромная просьба. После просмотра этого ролика уделите немного времени и дайте второе дыхание этому проекту. Просмотр, комментарий и лайк здорово поможет в его продвижении, но в идеале, конечно, поделиться им со своими друзьями. Спасибо. А мы переходим к самому интересному. Достаем наши двери-витражи и устанавливаем на свое место. Итак, какой можно сделать вывод? Лазерный станок очень полезная штука в столярной мастерской. И, как вы видите, при его помощи можно делать вот такие изделия с нуля. Ссылки на этот станок и на все остальное обещанное вы найдете в описании к ролику. Спасибо за просмотр и добра от топора.